Такие ножки должны у вас получиться. На второй ноге я довязала до середины и нахожусь сейчас вот здесь. Смотрите, чтобы они получились одинаковые по высоте. Набито у меня примерно вот до сюда сейчас, потому что здесь я буду сейчас вязать, сжимать, и мне будет неудобно, если там будет наполнитель, поэтому где-то до половины набито. Продолжаем вязать. Берем вторую ножку и вяжем воздушную петельку, которая будет у нас между ног. Теперь ищем примерно такое же место на первой ноге, середина внутренней части. Примерно где-то вот эта петелька будет. Я переверну для удобства. И вводим крючок изнутри, так как вяжем изнанкой. Если вяжете лицевой, то снаружи. Вот, примерно я нашла середину этой стороны. И провязываем 17 столбиков без накида, считая вот этот первый столбик, который мы присоединяем к ноге. Вот это будет первый. И еще 16 столбиков без накида. Провязав 17 столбиков, останавливаемся и вот так натягиваем, сжимаем ножки и растягиваем. И смотрим, симметрично ли они у нас смотрятся. У меня немного съехали в бок, вот видно. Мне нужно немного сдвинуться, значит, я сейчас распущу эти 17 столбиков. И вот здесь я возьму на одну петлю раньше, чтобы вот эта ножка у меня немного вот развернулась. Вот так вот. После этого я снова провяжу 17 столбиков. Здесь нужно будет связать далее по оставшимся 7 столбикам 6 прибавок и столбик. Теперь провязываем один столбик вот в эту петельку, которую мы вязали между ножками. Столбик в первую свободную петлю ноги, 6 прибавок и довязываем столбиками без накида до вот этой цепочки, до последнего столбика у этой ноги. Так получится у нас первый ряд попы. Вот так на данном этапе выглядит соединение ног у нас. Первый ряд провязан. И далее свяжите по описанию до 9 ряда включительно. 10 ряд я покажу, как связать. Эти ряды не сложные. Следите только за маркером конца ряда и за симметрией, чтобы у вас симметрично получалось на обеих ножках вязания. И в следующем ряду мы делаем складку на попе. Я уже провязала 24 столбика без накида по описанию 10 ряда. И теперь мне нужно пропустить следующие 9 столбиков. Отсчитываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в 10 столбик я ввожу крючок. Здесь нужно сильно затянуть нить. Получится складка. Она пока так удобнее выпирает наружу. И сильно натянув нить, я провязываю здесь столбик. И довязываю до конца ряда. 23 столбика без накида. Это уже первый. И еще 22 столбика. Здесь можно остановиться и протолкнуть вот эту складочку внутрь тела, чтобы уже правильно у нас все лежало. Таким образом внутрь ее проталкиваем. И здесь после набивки у нас
образуется попа так, как нужно. Вот так вот будет. В этих местах еще посильнее набьем, и она будет выпирать. И довязываем этот ряд до конца. И следующие ряды по 26 ряд включительно провяжите. В этих рядах мы сформируем поясницу, талию. Следите за маркером конца ряда, он у вас находится вот здесь вот. Контролируйте количество петелек, чтобы у вас в каждом ряду совпадало количество петелек. И при необходимости, если у вас вязание вот так наискосок пойдет, то нужно делать петельки смещения. Я в следующих рядах их не делаю. У меня тут довольно-таки прямо получается. И встретимся на 27 ряду. На данном этапе тело будет выглядеть вот так вот. В следующем ряду мы уже будем ввязывать грудь. И до этого нужно набить. Набиваем ноги там, где мы остановились, примерно вот здесь вот выше, до попы. И очень плотненько набиваем попу, прямо придерживая вот это место, где у нас первый ряд с прибавками. Я прямо придерживаю вот так вот пальцем, тогда набиваю палочкой и наполнителем вот это место, чтобы попа выпятилась. Плотно набиваем каждую часть, они тут соединятся, и здесь получится выпуклости. Набейте примерно вот так вот до конца попы, до талии. Вот эту часть пока набивать смысла нет, потому что мы будем вязать, и наполнитель вылезет. Примерно вот так вот я набиваю. Спереди набивка должна лечь ровно, никаких не должно быть неровностей. Средней плотности набивка с этой стороны.